Нашли мы наконец-таки Салтинский водопад. Тут стоит указатель, теперь все в принципе очень понятно. Сейчас мы к нему. Можно прогуляться по воде, а можно прогуляться по верхней тропинке, которая ведет к водопаду. Да, чаек. И реально по скалам лазаешь. То есть если бы были такие асфальтовые дорожки, было бы неинтересно. Вот теперь есть телефон, можно позвонить. База отдыха. Целебная вода. Здесь говорят, по крайней мере, что целебная вода. И когда ты ходишь ногами по камушкам, идет массаж ног. Она оздоравливает в целом организм. А мы сейчас как раз уже входим в основной грот, где будет много воды. И место просто потрясающее. Напомню, ребята, мы идем к Салтинскому водопаду. Находится он в селе Салта, Гунипский район, Дагестан. Как вам нравится? Очень нравится. Ну что, друзья, мы с вами дошли. Идем по воде. Идем по воде. Вода реально очень холодная. Градуса 4. Вот. Салтинский водопад знаменитый. Вот так вот вода течет. Дальше. Что, привыкаешь к воде привыкаешь быстро, вода не холодная, просто немножко необычно. Целый вагон впечатлений. Давай я еще сфоткаю, да? Мы прошли настоящий квест. Первое, лазили по камням. Второе, проходили по ледяной воде. Третье, лазили по горам. Целый вагон впечатлений. Работает, да, мой водопад? Работает, уже включили. Сегодня видели несколько десятков туристов уже, которые сюда пришли. Это только за то время, которое мы здесь. Вот. Посмотри, что сверху. Вон. Вообще шикардос. Шикардос. Вот что сверху, да?
Это вот просто скалы, мы в ущелье, в узеньком проходике находимся. Где просто вот, ну, реально пройдет только 2 человека, и все. Как бы так. Да, идти надо по воде, потому что обычным путем ты сюда не пройдешь. Вот. Так что здорово. Ребятки, нагулялись, накупались по колено в воде. Вот я по колено в воде вот был сегодня. 50 рублей вход, и вот чай. Прощают чаем, показывают водопад. Человек постоянно ходит, следит за туристами, чтобы ничего не случилось, никаких случаев несчастных. Пока мы были, да, сколько, 2 десятка человек где-то было, да, примерно. 2 десятка, может 25 человек, 20, может по 30 даже. Но сейчас еще группа идет, то есть поток туристов не заканчивается, а наоборот нарастает к вечеру. То есть уже по 4, даже побольше людей идут и смотреть. Даже местные приходят. То есть ребята вот салтинцы, да, салтинцы тоже ходят. Ребята, вы откуда? А, Салты? А, понятно. Тоже идете смотреть, да? А мы с Великого Новгорода. Делаем блоги про Дагестан. Да, можно Великому Новгороду привет передать. Да. Передайте привет Великому Новгороду. Ребята, Салам передаем Великому. Приезжайте отдыхать. прикольно. Я думаю, все посмотрят потом, да? Спасибо. Тут даже есть кафешка, ребята. Кафе, где могут угостить чаем, напоить, накормить дагестанской едой. Короче, все прикольно, все, надо сюда ехать обязательно. Все доброжелательные, очень крайне доброжелательные люди. Дагестан просто рулит. Меня удивляет он второй раз уже. Короче, я только что прошел по воде по колено, ну в штанах прям, в тапках, вот, в этих сандаликах. И штаны уже сухие у меня, то есть это особенность Салтинского водопада, что вода быстро сохнет. Просто не успеваешь даже дойти до машины, как уже сухой будешь. Вот так вот. Так, сюда. Вот так. Спасибо! Арбуз. Ну это круто. Пойдем еще вот здесь вот походим вон там. Корова кушает арбуз. Ну так вкусно тебе? Вкусный арбуз? Смотри, какой арбуз вкусный. Обалдеть. Бычок. А вон еще один водопад, кстати. Чего? О, классно. Индюшатов? В Салте несколько водопадов. Вот один, который мы нашли, просто гуляя здесь. Вот. Сейчас идем фоткать индюшат. Такие маленькие.
везде колючки. Везде, конечно, колючки. Только в Дагестане такие колючки есть. Это все Дагестан. Это все вот неизведанный Дагестан. Тот Дагестан, который вы не знаете. И тот, который вы никогда не увидели. Вот. Приезжайте и все сами увидите. Вот такую красоту вы больше нигде не встретите. Кроме как в Салте. И обратите внимание, что они вот там сушат сено. Там вот под крышей, чтобы не достала вода. Это служит таким складом для того, чтобы хранить сено здесь. Для животных. И чтобы, самое главное, животные не добрались до туда. Вот. Так что все грамотно, все продумано у людей здесь. Каждый клочок земли приспособлен для каких-то хозяйственных нужд. Вот эти камни, они тоже не бесхозно лежат, а для чего-то служат. Дальше вот дорога идет. Это дорога сельская, идет она по всему селу. Вот. Ну и дальше туда мы можем подняться и пройти, посмотреть. Поднимемся в гору на Салту, чуть-чуть сверху. Здесь небольшая тропинка, которая идет наверх. Давайте еще пройдемся немножко по лужайкам. Немножко так постарался. Вот тут все ровно, вот такие вот дорожки специальные. Мы сейчас выезжаем с Салты. Мы поедем в сторону Славского каньона. Почти доели арбуз. Ребята, тут местные коровы очень любят арбуз. И мы сейчас покормим одну из коров. На, бери один кусочек, а я второй кусочек. На, не бойся, не бойся. На. Вот так они любят арбузы у нас. Да, такие классные арбузы. Нет, ее погладить и как? Да не, гладить не надо, ты просто ей дай и все. Вот. Они обожают арбузы здесь. Так что привозите, ребят, привозите арбузы. Кормите коров. И кормите коров. И быков тоже. Да. Они едят все, и листья, и деревья, и арбузы. Давай, корми. А, мне это говорит. Да, не сбивайте с толку. Это ты избиваешь. Говоришь, корми. О, причмокивает. И причмокивает, так как вкусно. С коровой, которая ест арбуз. Лучшая селфи. Да. Ни у кого нет селфи еще с коровой, которая ест арбуз. Ни у кого нет такой коровы, которая есть арбуз. Да? Погладила? Ой. Ой.
Блин. На, не бойся. О, отобрала. Ну что, мягенькая? О, какая красавица, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Она опять ищет арбуз. Все съела и ходит, ищет арбузы дальше. Может, вы знаете, напишите комментарии, где много арбузов, и мы придем с Мартой их кушать. Обязательно напишите, и привозите свои арбузы, и мы покормим голодное существо. А то они не могут найти. Где арбузы? Тут где-то лежали, а нету, съели. Наконец-таки приехали в Гунип. Это сердце Дагестана, можно так сказать. Я бы так сказал, что это Гунип находится прямо в середине Дагестана, то есть в серединной части. Да, то есть у них вот, когда я последний раз был, у них не было такой шикарной площади. То есть это за 2 года появилась площадь у них. Вот там, я не знаю, вот эти все улицы мы проехали. То есть вот то, что внизу, это мы все проезжали только что. Вот по этим всем дорогам. А вообще туристов много приезжает? Да? Поднимались туда? Да, поднимались, да. А с каких регионов больше всего? С Москвы, Питер, что еще? Я в прошлом году с семьей здесь отдыхал, кого только там не было. Да? И детский отдельный лагерь там. Ну, детский лагерь я знаю, там это самый Ну, ботанический сад у них, да, еще там. В основном, значит, в ботаническом саду я сейчас хочу увидеть абрикосы, говорят, они вывели сорт. Еще один? Да, не один, а который чуть попозже. У нас уже А. в последнее время проблема заморозки, и каждый через год, через 2 теряем урожай. Понятно. Сейчас у нас научно-исследовательский институт сельского хозяйства, сельхозакадемия
их вот этот ботанический сад, видимо, они поработали чуть-чуть на 2-3 недели, если попозже цветает, она уже спасается. Здорово, молодцы. Я смотрю, просто за последние 2 года вот площадь появилась. Вот это вот. В центре, да? Это центр ведь, да? Вот рядом с мечетью. Мы проезжали, да? Да, мы сейчас ехали там, да. Вот это базарчик, который, да? Ну да, вот мечеть и чуть-чуть левее, вот туда вот Площадь площадь. была, вон те журавлей, вот этот памятник белым журавлям, Расулам Затусские Ага. праздники раньше бывали здесь, когда он живой. Сейчас тоже они бывают, но не тот масштаб. Ну много изменилось, я смотрю, вот Дагестан строится как-то, да? Очень так Люди внушить. За 2 года сколько работают. Ну, эта изменений. площадь была здесь. Она- Не, площадь-то была, просто она была не оформлена, она была грязная. Я вот помню, вот что это я в середине, заехал. Вот этот памятника не было. Да, памятника не было 2 года назад, это я помню. То есть я уже Гунибу не узнаю, то есть он настолько сильно меняется за 2 года, Наши что люди трудовые хотят вот, я говорю, что очень так на это... этой земле, на таком месте сделать, это же не каждому не так легко это сделать. Да, Люди да. трудятся, вот вон тот белый дом. Там, говорит, Ермолов свою дочь лечил. Ага. Он специально для него, что ли, он это строили. У него дочка с легким какие-то проблемы специально для Ну него здесь построили. такой воздух, что вот как Там раз, еще да. выше, да, туда ездят, которые кашляют, то есть проблемы с легкими. Ага. они туда. И Понятно. достаточно неплохо помогает. Ну откуда сами приехали? Это Великий Новгород. С Новгорода приехали, Да, да. да. Ленинградской области, да? Не, ну она просто сосед. Ну. 2 года назад я с коптера снимал весь Гунип, практически, ну, очень многие места. Гамсуталь мы снимали, Салту снимали, то есть... Только с Алтана едем, с этого водопадом только что приехали. Да? Я И как, купался, и как там вообще вода? Холодная? да. Очень приятно. Да? Во, Я во, как будто визиточки. помолодел. Вот вам визиточки уже мы. Весь Гунип снят с воздуха, с вертолета. Вот, так что можно посмотреть. Посмотрите, вот на сайте просто зайдете и все посмотрите. Но там не только Гунип, там Чечня есть, Грозный есть, Батуми есть, Тбилиси есть, и Грузия. По Грузии много ездили. Вот. И будет еще больше показано. Мы сейчас приедем домой, все это обработаем и потом будем загружать. Можете передать всем привет там Дагестану. Гунибу, Дагестану. Гунибу, Дагестану, Всем Чечне. привет, да. Всем соседям привет. Привет, привет. Бабушкам, дедушкам. Если он тоже тебя включил, да? Да. Очень здорово. Можно Новгородской области передать привет, потому что ребята Всем тоже привет. будут смотреть. Наши соседи, наши знакомые, друзья тоже. Вот. Все боятся Дагестана. Вы не представляете как просто. Дагестан самый лучший Почему-то. место на земле, самые добрые люди, самые приветливые. Да. Я уже 2-й раз просто сюда приезжаю, просто вот меня башню сносит, вот сразу забираешь, вот башню сносит сразу. Ну вот, не знаю, как у Дианы. Диан, как у тебя? Мне тоже очень нравится. Просто вообще. А? Откуда приехал? Мы с Великого Новгорода. Новгород, а? 2500 километров, даже почти 3. Я был в Новгороде. Вот. Красивый город. Вот. Конечно, красивый. Вот. Но у Что вас... Дагестана боятся? Самый гостеприимный народ. Что? Вот. Я своим говорю. Ребята, приезжайте. Дагестан, Чечня, там что еще? Ингушетия вообще шикарно. Вот. Более-менее порядок, экология. Да. Отлично. А они все боятся. Я говорю, а чего вы боитесь? Блин, такие места шикарные. И люди шикарные. Вообще. Мы там внизу собрали весь этот поселок свой, село собрал и сказал, все у вас нормально, но с экологией надо наводить порядок. Вот это пластик, вот это Пластик, пакеты, да, всё. плавает, я вижу в Раздельный сбор, вот это все. Они после Надо, мечети надо. собрались, решили больше этого не допускать. А смотрите, в Чечне мы были вот буквально несколько дней назад. Там стоят вот эти вот цветные ящички Раздельный с сбор. раздельным сбором, и никто не мусорит, вообще никто не... Потому что штраф 5000, и плюс ты еще сам убирать будешь. То есть Правильно. работы Правильно, согласен. исправительный Рамзан сказал, что будет кто вот видит полицейский мусорит, все, 15 суток, и ты это все убираешь еще, и плюс Ну, они 5000. еще унижение эти самые слишком жесткие, но какие-то
меры принимать, чтобы Ну надо, конечно. Вот надо. это мусорная проблема и по всей России, по-моему. Самое главное, что в реку все это стекает, все это в реку попадает В и реку все. попадают, наши вот эти водохранилища Да. ГЭСовские заполняются, периодически спускают они. Да. Все равно обратно в Каспийское море. А Каспийское море, Ну там, кстати, да, на берегах мы тоже были там. Каспийское море тоже не резиновое, да, как Москва, Да, говорят. да. Ее тоже Все надо. это надо чистить. С Волги все туда стекается, и Вот. отсюда все стекается. Ну, потихоньку Очень. идет уже работа. Не, ну так-то мы купались, вода вроде чистая. Ну, в некоторых местах чистая, в некоторых Изберги чисто. так себе. Вот. Классно, ребята, все круто. Очень круто. Было очень приятно. Спасибо за рассказ. Приезжайте, рекламируйте Дагестан. самое Обязательно. Своим прежде всего вообще, вот чтобы весь Великий Новгород сюда ездит. И, кстати, видели 53-й регион машины сегодня. главное. Добро пожаловать. Спасибо. Все, всем пока. Посмотрели Гунив немножко, да, то есть мы вам примерно так места так это показали, людей показали. И теперь я надеюсь, что вы измените свое мнение. Так что вот. Да вообще, я просто еще раз в шоке просто нахожусь, в легком шоке. От Гуниба еще раз. Ставим лайки. По Гунибу гуляем, по центру. Решили зайти в магазин, посмотреть, что тут есть в магазинах. Ну, наверняка все есть. Ну, пошли посмотрим. Да, зайдем в магазин. Гуниб, он закрыт. Вот, открыт супермаркет, видишь, до 23. Заходи, супермаркет. Странно. Написано открыто. Что-то как-то странно. Ну вот оптовик давай. В оптовик зайдем. Полиция, да, полиция. Ну вот, сигарет нет, спиртного тоже. Видишь как? Вот так вот, жестко. Заходи, посмотрим. Наконец-таки нашли магазин, который открыт. Вот. Потому что мало магазинов. О, рыба, смотри, свежая. Откуда рыба? Замороженная, да? Да, вот только открываем. А чья? Это с Каспийского моря? Привозит хозяин. Классно. Все есть у вас. Да, всего понемножку, ну как бы. Мороженое какое-нибудь в Дагестане. Смотрите, все есть. Обалденно просто. Такой набор продуктов. А чему вы так удивляетесь? Не, ну обычно вот наши люди, они боятся Дагестана. Они боятся сюда ездить. Они боятся общаться с дагестанцами. Это вот для меня, например, непонятно почему. Они что, не любят? Так что мы снимаем кино, которое поможет им рассказать, что тут так же классно, как и у нас. Дофига конфет разных, дофига всяких орешков, куча всего вот вообще. Вот купили продуктов, идем, сейчас будем кушать мороженое. Смотрите, какие стены, какие улицы. Все так интересно. Такого в Кстати, Новгороде очень не вкусное увидишь. мороженое. Такого в Новгороде не увидишь. В Новгороде такого нету. А здесь есть. На каждом шагу. Да. Никакой войны тут нету. Никто с автоматами не ходит. Два года назад здесь стояли торговые палатки. Было много торговли. Сейчас торговля это ушла в магазинчики, а площадь сделали, там какой-то памятник стоит теперь. Это куницам, которые не пришли. Понятно. Спасибо. Ну что, поехали?
раньше вообще ничего не было, просто горы. А вот сейчас уже, видишь, цивилизация приходит. Чего-то новое.